Игнат, пожилой мужчина, 75 лет, всю жизнь прожил в деревне, в своем ветхом домике, который много лет назад построил его прапрапрапрадед. Посередине сада возвышалось огромное дерево, которое стоит уже несколько столетий. Игнат часто отдыхал в кресле рядом с ним. Дети, внуки любили сидеть рядом с ним и слушать истории его жизни. Но как только кто-то пытался прикоснуться к земле около дерева, Игнат тут же становился злым и выгонял родных из сада. Со скрипом отворилась старая калитка, и в сад вошли немногочисленные родственники. Тишина, казалось, звенела в воздухе, лишь шелест листвы нарушал ее покой. Все взгляды невольно обращались к нему, к дереву, огромному, величественному, с корой, исписанной причудливыми узорами. Оно возвышалось в самом центре сада. Дед Игнат при жизни не позволял никому даже приблизиться к нему. «Не троньте, не смейте», — гремел его голос, когда кто-то случайно забредал слишком близко. Все знали, дерево было его святыней, его тайной. После похорон, движимые любопытством и щепоткой корыстного интереса, они решились. Что же такого скрывал дед? Может, сокровище? Или что-то еще более ценное? Осторожно, словно воры, подошли к дереву. У основания, скрытый густыми зарослями травы, они обнаружили небольшой люк. С трудом открыв его, они увидели ступени, ведущие вниз, в темноту. С фонарями в руках, полные предчувствий, они спустились. Внизу их ждала комната, выложенная камнем. В центре стоял стол, а на нем старая книга. Перелистывая пожелтевшие страницы, они поняли, дед Игнат был хранителем дерева. Книга поведала историю о древнем роде, связанном с деревом узами крови. Дерево — это не просто дерево, а живой организм, хранящий память предков, их силу и мудрость. И тот, кто прикоснется к нему с нечистыми помыслами, навлечет на себя гнев предков. Теперь они понимали, дед оберегал не только дерево, но и их самих. Он хранил их от проклятия, от той силы, которую они не были готовы принять. И в этот момент, в темной комнате под деревом, они осознали истинную цену его молчания. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.